Мультиварка. Нужный или ненужный гаджет на нашей кухне. И вот люди делятся на две стороны. Одни считают, что это нужный, очень удобный инструмент. Другие говорят, что это бесполезный. Я относился ко второй категории. Я считал, что если есть на кухне плита, если есть на кухне духовка, то мультиварка это лишний какой-то такой прибор, который будет занимать место, и им пользоваться не будешь. И все же я решил приобщиться к этому чуду техники. Сегодня у нас на обзоре будет мультиварка Molinex CE32D32. Давайте вначале посмотрим, что нам предлагает производитель в комплекте с этой мультиваркой. Соответственно, сама мультиварка. Вот она. Это мультиварка-скороварка, то есть она может готовить под давлением. Все в основном мультиварки-скороварки, они вот такой формы. Такой цилиндрический такой бочонок. Что мне понравилось в этой мультиварке, то что здесь крышка открывается. Ух ты, это один из особенностей мультиварки-скороварки. То, что у нее внутри создается вакуум такой, да, вот герметично закрывается, и когда крышка долго закрыта, при открывании, даже в инструкции написано, что нужно аккуратно ее открывать. Медленно. Иначе засасывает чашку крышку. Вот. Теперь я уже не знаю, как ее закрыть. В комплекте к этой скороварке у нас идет вот такой половничек, черпачок, мерный стаканчик. Здесь есть деление. В комплекте также идет такая вот книжечка рецептов. Мультиварка относится к серии Speedy Cook. Speedy Cook это, скажем так, скоростная кухня. То есть именно говорит о том, что мультиварка это скороварка. Прежде чем мы продолжим, давайте немножко познакомимся поближе именно с этой мультиваркой. Объем чаши у мультиварки 5 литров, покрытие чаши антипригарное, количество автоматических программ 10, тип нагрева TEN, мощность 900 Вт, есть приготовление под давлением. Есть таймер отложенного старта до 12 часов, а также 24 часа мультиварка может поддерживать продукт в теплом состоянии, подогревать его. Отзывы на сайте МВидео на данный момент есть 6 отзывов, все они по 5 баллов, то есть люди довольны этой скороваркой. Стоимость на февраль 2022 года 9499 рублей. Здесь вот указана персональная цена моя со скидкой в МВидео. И теперь я вам расскажу, что мне понравилось в этой мультиварке, что не понравилось. Я немного в ней поготовил. Не всеми программами, которые у нее есть, я воспользовался. Но есть кое-какие ощущения, есть кое-какие мыслишки, мнения. Вот, открываем крышку аккуратно, как и нужно, чтобы чашка не поднялась и не грохнулась обратно. То, что мне понравилось в этой мультиварке, то, что крышка открывается отдельно. То есть нет никаких здесь сочленений, нету никаких крепежей вместе с корпусом. Вы можете спокойно взять крышку под воду, сполоснуть ее, помыть. Продолжая говорить про крышку, как раз можно сказать про некоторый недостаток. Здесь есть резиновая прокладка, уплотнитель, который существует для того, чтобы крышка была герметична. И вот, возможно, вот именно этот резиновый уплотнитель впитывает запахи. Я запекал здесь мидии в раковинах. И вот здесь немного сейчас остался такой легкий запах морепродуктов. Но, как говорят в отзывах об этой мультиварке, что на другие продукты в процессе следующих готовок это не влияет. То есть запах это не передается. Могу подтвердить, потому что после мидии я здесь готовил. Да, действительно, запах только вот ощущается вот, если вот крышку прям нюхать в упор прям. На крышке находится клапан сброса давления, запорный клапан, который при определенном значении поднимается. Он свободно здесь перемещается вот так. И когда определенное давление внутри скороварки, мультиварки набирается, этот клапан поднимается и перекрывает выход пара, давление, и заодно блокирует крышку, чтобы ее невозможно было открыть. Для того, чтобы давление сбросить, здесь вот есть на ручке очень удобная
кнопочка, ее нажимаешь и пар выходит. Я думаю, очень это удобно. На некоторых скороварках нужно клапан сброса давления чем-то поддевать, чем-то приподнимать. Внутри находится вот такая подставка для приготовления продуктов на пару. Она, кстати, здесь имеет такие прорезиненные ножки, мягкие. Ну, соответственно, чтобы не поцарапать антипригарную чашку. И сама чаша. Сама кастрюлька для приготовления. Объем 5 литров. Внутри покрыта антипригарным покрытием. Внутри находится нагревательный элемент. Шнур мультиварки длиной 80 сантиметров. Он отделяется, отсоединяется. Прям такие же, которые идут на разные блоки питания, в том числе компьютеры. Я ее включил. Давайте коротко пройдемся по программам, которые здесь есть. Они очень удобно вынесены на переднюю панель. Честно скажу, мне вот расположение именно кнопок вот в таком виде больше нравится, чем когда мультиварки существуют вот с кнопками наверху, сенсорными. Знаете, которые вот мультиварки с крышками, там такие похожие на космические корабли, такие капсулы. Вот эта форма именно в бочонке, да, она мне больше почему-то импонирует, не знаю почему, то ли удобно, то ли она больше похожа на такой казанок, чугунок. Вот. И все органы управления вынесены на переднюю панель. Вот. Здесь у нас есть тушение, вот здесь вот есть наклеечка с подсказками, я ее пока не отклеиваю, потому что очень удобно пользоваться. Быстро пробежимся. Тушение, жарка, суп, это у нас пароварка. Медленного приготовления здесь нет, так называемого режима, похожего на су-вид, когда можно положить ингредиенты там, и при небольшой температуре их готовить в вакууме, в воде в вакууме. Вот. Но можно этот режим имитировать здесь, именно за счет наличия режима мульти-шеф, ручного режима. Запекание, бобовые, каши, йогурты, выпечка и ручной режим мульти-шеф, а также режим разогрева. Вот здесь. Можно ставить ручную температуру, прибавлять, убавлять время. Есть два режима отложенного старта, когда вы можете поставить приготовление на определенный период времени. Нужно вам к 7 утра каша, например. Каша готовится, ну, предположим, полчаса. Мультиварка должна включиться где-то в 6:30. И вы ставите в 10 вечера, вы ставите отложенный старт на где-то 8:30. Через 8 часов 30 минут мультиварка включится, приготовит вам кашу. Вот, вы встанете, позавтракаете, будете радостные, веселые, довольные. А также есть режим поддержания тепла приготовленной пищи в течение 24 часов. Друзья, ну, болтать об этих приборах можно долго. Интересно, как они вообще действуют, поэтому я думаю, перейдем к практическим нашим занятиям. Так сказать, лекция закончилась, начинается практика. Это обычные будут яйца куриные, которые я приготовлю на пару. Знаете, я попробовал, и мне понравилось. Заодно посмотрим, как быстро эта пароварка набирает температуру, то есть доводит воду до кипения, образуется пар, и сколько ей нужно времени для того, чтобы сварить яйца. Берем яйца. Вы, кстати, моете яйца перед тем, как их готовить. А нужно обязательно мыть. Так что мойте яйца перед едой. Яйца помыты. Скороварку открываем. Опять, оп. Видите, как она присасывается? Насколько сильно создается вакуум. Стакан воды наливаю в мультиварку. Кладу яйца. Мне еще нужен будет таймер какой-то. Ну, воспользуюсь телефоном. Закрываем. Мультиварка пикнула. Выбираем режим пар. Где он у нас? Вот он. По умолчанию стоит 7 минут. Мне нужно это уменьшить до 3 минут. И нажимаю одновременно начать и старт. Все, мультиварка начала нагревать воду. Когда вот эти вот червячки, вот эта вот свистопляска с вот этими черточками на экране прекратится и появится время 3 минуты, значит, температура воды достигла нужной кондиции, скажем так. И начинается уже само приготовление. Когда
вода нагреется, то мультиварка должна пикнуть, сообщить нам об этом. Вода понемногу нагревается. Вот здесь из клапана уже начинает идти пар. Сейчас я вам попробую приблизить микрофон. Оп, закрылся. Клапан закрылся. Все, теперь там набирается давление. Кстати, по времени 4 минуты ушло на то, чтобы довести воду до кипения и набрать необходимое давление. Прошло уже почти 6,5 минут. Все. Мультиварка пикнула, сказала, что она все подготовительные процедуры выполнила. И начинается приготовление, отсчет времени, который мы поставили, 3 минуты. Через 3 минуты можно сбрасывать пар и смотреть, что получилось. Ну, учитывая, что прошло 7 минут, примерно получается на готовку 3 яиц уходит 10 минут. Мультиварка нам пропищала, сказала, что она все приготовила. На это у нас ушло 10 минут 35 секунд. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Вначале нужно сбросить пар. Пар сбрасываем до тех пор, пока клапан не упадет вниз. Вот он упал. Все. Теперь можно крышку открыть. Опять аккуратно открываем, чтобы она не упала. Ну вот, замечательный получился мешочек. Ну а теперь ради интереса я попробую сварить яйцо на плите. Посмотрим, какая будет разница по времени. Сейчас положу сюда сырое яйцо, включу плиту. Ну уже 10 минут 6 секунд. Давайте что ли закончим эксперимент. Итак, это яйцо, сваренное в кастрюле на плите. Мешочек получился, но он немного недоваренный. Конечно, здесь нужно было чуть минутку подольше поварить. Поэтому вот в этой битве получается, что на плите все-таки сварить яйцо в мешочек получается дольше, чем в мультиварке. 2 яйца. Вот это яйцо сварено на плите в сковороде. Видите, оно жидкое. Мешочек только начал формироваться. А вот это яйцо было сварено, одно из 3 яиц, которое сварено было в мультиварке. Вот за одно и то же время. Видите, здесь уже мешочек, он прям сформировался. Плотный, более правильный. А здесь более жидкий. То есть вот это яйцо на плите, которое, да, его нужно было еще проварить, наверное, минутку. Я вот вам поближе сюда в камеру прям покажу. Видите, это почти вытекает, а это прям хороший мешочек получился. Вот это вот в мультиварке, а это вот было на плите. Вот такой получился результат. Я люблю конкретику, я люблю цифры. Вот когда говорят где-то в комментариях, где-то в интернете, что в мультиварках варить и готовить дольше, чем на плите, вот вам конкретный результат. Поэтому, если покупать такой кадр себе, там еще остаточное давление остается. Закрыло, там все, давление все. Готовит, что ли, там что-то уже нет? Не готовит пока сама. Нужно учитывать, что это мультиварка-скороварка, которая готовит под давлением. Скорее всего, обычная мультиварка проиграет плите по времени, она будет готовить чуть дольше. Поэтому, если вы будете задумываться о том, купить ли себе такое чудо техники, то я бы посоветовал вам приобретать именно мультиварку-скороварку, которая готовит под давлением. В общем, впечатление именно о конкретной этой модели пароварки, скороварки. Почему я постоянно путаю их, мультиварки, пароварки, скороварки. Это же мультиварка. А потом уже на скороварка и пароварка. В общем, впечатление об этой мультиварке у меня положительное. И честно скажу, она поменяла мое отношение к этим кухонным приборам. Действительно удобно, действительно при правильном использовании быстро. И самое, может быть, важное, что приготовление в мультиварке пища становится более здоровой, наверное. Здесь можно использовать меньше жира. Она выглядит и по внешнему виду солидно, и по форме она мне нравится. И нравится то, что крышка отдельно открывается. Можно спокойно ее отделить и помыть, как я уже говорил.
Кстати, перестала уже так сильно пахнуть. Она перешла в режим подогрева. Вот этот вот значок горит, это означает о том, что мультиварка в режиме подогрева. Поэтому она потихоньку подогревает воду, оставшуюся в ней, и, соответственно, блокирует крышку. Вот, постоянно производится пар. Для того, чтобы она прекратила это делать, нужно подержать кнопочку включения-выключения. Все. Появились 4 черточки, мультиварка выключилась. Дорогие мои зрители, подписчики, ну и новые люди на канале, пишите свои комментарии, не стесняйтесь, пишите ваш опыт общения с мультиварками, если вы против них, если вы за них. Ну а также напишите, что бы интересно вам было приготовить в мультиварке. Я думаю, мы на канале снимем серию рецептов именно чисто для мультиварок, потому что есть определенные особенности приготовления в мультиварках. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшее множество интересных рецептов для мультиварки. Ну и обзоры другой техники, тесты еды, доставок и всего, что связано с едой. Канал называется Check Food, проверка еды. Будем проверять еду. Все, на этом все. Всего вам хорошего. Увидимся в следующих выпусках.